Всем привет! Сегодня, наконец, делаю маникюр на моей правой руке, а также я показываю, как поживает моя левая рука, на которой мы в прошлом видео снимали наращивание ремувером. Это было очень интересно, так что если еще не смотрели, обязательно посмотрите. Сегодня я, как и всегда, буду работать вот такой пилочкой. Это, кстати, моя личная пилка. И чтобы файл лучше скользил по коже и ногтю, присыпаю его тальком. Еще, как вы заметили, я решила сегодня попробовать отодвигать кутикулу по спирту и заодно почистить птеригий. Хотя, если честно, лучше бы я это сделала уже после снятия ногтей, а не до. Достаю зажимчики для снятия гель-лака и буду растворять его ацетоном. Фольгу я, кстати, тоже использую. Мне кажется, что так эффективнее, ну и гигиеничнее, само собой. Я разрываю ватный диск, потому что мне кажется, что когда он прям целым огромным куском, то это малоэффективно, потому что, ацетон в него впитывается и меньше отдает ногтю. Тут я один уже почистила, беру за другие. У меня тонкий слой, и я держу всю эту штуку минуты 3-5 максимум. Плюс учитываю время, конечно же, которое я потратила на замотку. Поэтому замотал, и, в принципе, можно уже и начинать с первого ногтя, первый которого заматывали. Я люблю счищать гель-лак вот таким вот пушером. Покупала его вроде как в Росмане, это, по-моему, Kiehl's. Он с этого места заточен неплохо, и это удобно счищает гель-лак. Я, если честно, пробовала использовать апельсиновую палочку, но как-то это совсем уж по-детски малоэффективно. Так оно счищает размягчившийся слой, и видно, там дальше есть еще гель-лак, или это уже ноготь, и все такое, и можно еще раз замотать, и уже тогда счистить прям уже супер легко и эффективно. Потом я просто слегка забафила ноготь, вот и все. И, наконец, приступаем к самому пилочному маникюру непосредственно пилкой. Я особо не буду рассказывать, что я делаю, потому что у меня, в принципе, даже не получилось нормально показать полностью со всех ракурсов, типа там, как я подхожу. Но основная цель просто счистить роговение, причем сделать это деликатно, без нажима и всякое такое прочее. Просто убрать лишнее. Как-то так. Так что предлагаю вам просто спокойно посмотреть это все. Ну вот, маникюрчик готов, пора приступать к покрытию. Я сегодня решила сделать так называемый лаковый квадрат. Почему же матовый топ? Мне просто кажется, что он хорошо держится на ногтях, лучше, чем какая-то там база там или типа того. Он прикольный, есть в нем какой-то эффект. Я, наношу на середину ногтя, то есть вот такой квадратик посередине. Теперь я беру праймер от Neo Nails Vitamins и хорошенечко отжимая, наношу чисто на кончик ногтя, чтобы увеличить сцепку. Далее у меня идет база Elysium и вот такая вот крутейшая кисточка. Она очень такая тоненькая, мягенькая, и она угловастая. Я такая подумала, надо попробовать ей нанести. И базу ей прям очень кайфово наносить, очень удобно подлизать. Я прям в восторге, если честно. Буду пробовать и дальше ее тестить. Прям вообще кайф.
Кто еще не успел поставить лайк за макрокадры, вы еще успеваете. Давайте. Ну вот и все, база нанесена, ура! Теперь приступаем уже к всяким приколам. Например, кошачий глаз. Я что-то очень сильно с ним зачастила, но мне, очень нравится. Это просто базовый серебристый оттеночек, он прозрачный, чисто блесточки, такие, которые я очень тонко наношу. Если вы видели, сколько там на кисти материала, я очень тонко наношу. В принципе, вся суть этого видео в том, чтобы нанести очень тонко, если вы еще не поняли. Да, то есть втираю, выравниваю, так сказать, ровненький слой и буду магнитить. А магнитик у меня довольно-таки хиленький, поэтому что есть, то есть, и я очень долго елозю по нему туда-сюда, так это бахаю местами, им, чтобы сделать какой-то рисунок. Я обещаю, что я потом куплю хороший магнит большой. Да, надо заказать. Стоят они капец, вообще, зачем и почему так сделали? А еще, чтобы не пихать вашу руку в лампу надолго, можно, в принципе, пользоваться такой, знаете, портативной лампой, небольшой, подключить ее там к какому-нибудь пауэрбанку и включать. Да, если у вас нету закастомленной вручную лампы, то можете использовать обычную, конечно, хотя почему бы вам не сделать, И готово, наконец. Да, я, конечно же, просушила потом в большой лампе, если вы не поняли, я просушиваю все потом, хожу. И теперь у нас втирка, но я буду ее втирать необычным способом, а вы посмотрите, пожалуйста, внимательно. Я набираю на пальцы цвета, причем очень-очень легенько, и потом их также легенько притаптываю, чтобы прям не было лужи цвета, так сказать, да, то есть чуть-чуть, такое сияние северное, типа дымка, блесточная пыль такая, что-то, в общем, легенькое и ненавязчивое. Я обожаю так делать, на самом деле, я уже давно, наверное, не втирала прям полноценно. Мне очень нравится так делать, полупрозрачные такие цвета. Очень люблю зеленый смешивать с голубым, да, то есть в смысле совмещать, комбинировать. И также голубой с розовым тоже клево. Вообще нравится. И все, я нанесла все цвета, которые я хотела, и теперь осталось только перекрыть топом, и топом я также очень-очень тоненько наношу. Сначала я решила на мизинец нанести просто из бутылька, да, там кисточка довольно-таки хорошая, у Moonful, я обожаю, да, и я наношу тоненько, очень-очень плоско, так сказать, держу кисть,
и наношу тонко. А потом на остальные ногти я решила попробовать все-таки кисточкой нанести, которой я наносила базу. Вот. В целом и так хорошо, но, наверное, вот все-таки топ как-то лучше родной кистью из флакона наносить. Как-то так. Потому что на топе могут там всякие пылинки и прочее образоваться, а как-то кисточка из флакона, она как будто сглаживает, что ли, все. Да, и потом я еще этой самой тоненькой кисточкой подсобираю с концов наплывший топ. Это я делаю практически всегда. Да всегда так делаю. И вот тут я показываю, как у меня на мизинчике тоненько все выглядит. Блин, я просто аж сама кайфую. Я не люблю тонкие ногти с одной стороны, но с другой, блин, как это красиво. Оно такое невесомое все. Я практически, я в принципе не ощущаю это покрытие на ногтях. То есть оно как будто ничего нет. Я иногда даже забываю, что у меня покрытие на ногтях. И это гель-лак. И так можно делать, да, это старая школа, йоу. Почему, сейчас так не делают? Когда я вижу, знаете, в Инстаграме там девушка говорит, я наношу тонкий слой гель-лака, и там у нее просто целое ведро, блядь, на кисти висит. Да. Ну, а еще я сейчас показывала, как я кисточку эту промакиваю в топе. То есть, я обтираю об пластиковый держатель кисти, и там так вот елозю ее туда-сюда, и таким образом она пропитывается и становится мягче, и она меньше полосить будет. То есть, если кисть твердая, такая дубовенькая, то она будет полосы оставлять, это беспонт. У нас же кисточка из флакона, она все время в топе, и она мягенько идет. А вот кисточка, которая у вас стоит в банке там или где-то лежит в футляре, она дубеет, и ее нужно так пропитать хорошенечко. Ну и вот, наконец, ногти полностью готовы, и я предлагаю вам насладиться этим видом тонкого покрытия. Возможно, для новичков, так сказать, в маникюре, которые всего несколько лет, которые, не видали еще такого прям тонкого покрытия, таких азов, прожженных азов, гель-лака тех времен, Возможно, вам будет необычно такое видеть, но я советую каждому, наверное, пройти не афганскую войну, а вот такое вот попробовать покрытие сделать очень тонкое. Попытайтесь сделать прям вот максимально тонкое покрытие. Да, желательно, конечно, короткие ногти иметь, чтобы оно лучше носилось, но у меня они сейчас такие прям дубовенькие. Так что я поиспытаю этот вариант и потом расскажу, как оно носится. Вот, и, смотрите, вот очень тонко оно, у меня торцы выглядят ровно так же, как и на ногтях, где нет покрытия. Конечно, я, скорее всего, потом подпилю эти ногти, потому что я не люблю ходить со свободным краем, таким на коротких, но пока что ставьте лайк и всем пока-пока. До следующего видео будем делать ногти на левой руке. Пока. Там сейчас еще кадры будут, где я показываю, как оно выглядит красиво. Оставайтесь 5 секунд, еще чуть-чуть и еще чуть-чуть.